И всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Мы всегда работаем над тем, чтобы в дороге было интересно. Но сегодня мы рады сообщить, что в нашем предстоящем обновлении 1.55 для American Truck Simulator мы добавили небольшое бесплатное обновление для дополнения сельскохозяйственной техники, включающий новый груз. Познакомьтесь с вальковым прессом-подборщиком. Если вы когда-нибудь видели аккуратные ряды скошенного сена или зерновых культур, выстроенных в поле, то это именно та машина, которая творит это волшебство. Валковый пресс-подборщик используется для скашивания и сбора таких культур, как сену или зерно в длинные аккуратные ряды, называемые валками. Этот процесс помогает культурам быстрее сохнуть и облегчает работу следующих машин, таких как пресс-подборщики или комбайны, которые собирают их. Они большие и широкие, созданы для работы в поле, но когда приходит время их перевозить, для этого нужно опытный водитель грузовика с низкораменным прицепом. Они бывают двух цветов. Зеленый вариант, который будет смотреться как дома на любой фирме, и желтый, на котором гордо красуется логотип одного из наших внутриигровых брендов сельскохозяйственной техники. Так что независимо от того, перевозите ли вы ветряную мельницу или фирму, или доставляете ее со склада, мы надеемся, что вам понравится это новое дополнение к нашему DLC. Нам не терпится увидеть ваши скриншоты с дороги. Мы с нетерпением ждем, когда вы повезете этот новый груз по дорогам в ближайшем будущем. А пока следите за всеми последними новостями American Truck Simulator. Подписывайтесь на нас в Twitter, Instagram, Facebook и в Galaxy. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Ссылочка на данное DLC находится в описании данного видеоролика. Мы снова в пути по Айове, чтобы рассказать вам о нашем грядущем дополнении Айовы для American Truck Simulator. На этот раз мы сосредоточимся на ключевой отрасли, связанной с водными путями штата, речных портах, которые долгое время служили воротами для торговли, транспорта и промышленности. Давайте подробнее рассмотрим некоторых из них. Первая остановка Дуби-Юг, расположена в верховьях Миссисипи. Этот портовый район находится прямо рядом с живописной местной пристанью для яхт, создаваем уникальный контракт между коммерческой индустрией и общественным пространством. Благодаря прямому железнодорожному и автомобильному сообщению, порт здесь играет ключевую роль в местной логистике, предполагает водителям различных контракты на доставку и ввоз и вывоз грузов. Ниже по течению Давенпорт выделяется своей открытой речной набережной и устойчивостью к наводнениям. Будучи частью агломерации Квот-Ситис, этот геопорт по-прежнему хорошо связан с другими городами и активно участвует в региональной логистике. Сегодня здесь можно найти предприятия, специализирующиеся на обработке тяжеловесных и специальных грузов, а также исторические достопримечательности, таких как Фрейт Хаус, построенный в 1917 году, что отражает такую давнюю роль в речной торговли. Благодаря сочетанию промышленности и живописных пейзажей, игроки могут рассчитывать на множество возможностей трудоустройства. Порт в Берлингтоне имеет богатую историю, берущую начало в 1928 году. В эпоху пароходов он был ключевым центром речной торговли, стратегически расположен вдоль Миссисипи, связанный с его основными железнодорожными линиями. Он играет важную роль в перемещении товаров по региону. Сегодня, несмотря на то, что это место также функционирует как центр приема гостей штата, его наследие как логистического связующего звена между речным и железнодорожным транспортом остается сильным. Предлагает игрокам взглянуть на глубоко укоренившееся транспортное наследие Среднего Запада. На западной окраине Айовы находится Су-Сити, где реки Миссури питают энергией ключевой логистический центр. Порт здесь соединяет автомобильные, железнодорожные и речные перевозки, что делает его одним из самых активных промышленных районов в штате. Современная инфраструктура Су-Сити исторически связана с сельским хозяйством и переработкой, обеспечивает движение товаров и дает игрокам возможность почувствовать себя настоящим грузовым воротами Среднего Запада. Эти речные порты показывают, насколько водные пути Айовы продолжают влиять на региональную промышленность, как каждый из них предлагает свою планировку, обстановку и историю, которую вы можете исследовать за рулем. Следите за новостями о нашем грядущем дополнении для Айовы, и мы увидимся на дорогах. Ссылочка на данное DLC находится в описании данного видеоролика.
прошлое воскресенье завершилось мероприятие «Круиз Миссури. Мир грузовиков», которое длилось более 2 месяцев в честь выхода дополнения Миссури для American Truck Simulator. Теперь пришло время официально подвести итоги и поделиться с вами финальной статистикой. Прежде всего, мы хотели бы выразить огромную благодарность всем участникам нашего лучшего сообщества, которые присоединились к круизному путешествию по Миссури, а также невероятной команде, которая организовала это мероприятие. Мы уже с нетерпением ждем продолжения. Вначале мы поставили перед вами две цели. Задача сообщества состоялась в том, чтобы в общей сложности проехать 125 миллионов миль, перевозя грузы в любой город штата Шоуми или из любого города штата Шоуми. Вы преодолели этот рубеж более чем за 3 недели до окончания мероприятия. В общей сложности вы проехали впечатляющие 151 миллион 84 тысячи 82 мили, 243 миллиона 146 тысяч 261 километр. Личная цель заключается в доставке грузов по все 12 городов штата Миссури и обратно. При этом расстояние каждой поездки составляет не менее 100 миль, 161 километр. В общей сложности вы выполнили 457 465 квалификационных доставок. Поздравляем, 28 992 преданного своему делу дальнобойщиков, которые достигли этой цели и получили заслуженные награды по краску Best of Burden ATS и также украшение Strings Mule и аксессуар для кабины Xiaomi Pullev. Если вы не смогли полностью пройти это испытание, мы надеемся, что вам все равно понравится в нем участвовать. Знаете, как говорят, дело не в пункте назначения, а в пути. Не забудьте подписаться на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy и YouTube, чтобы быть в курсе всех последних новостей о предстоящих событиях и других новостей о наших играх. Вы также можете подписаться на нашу рассылку, чтобы оставаться в курсе, а пока продолжайте в том же духе. Ссылочка на Миссури будет находиться в описании данного видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Всего в полутора часах езды от Чикаго находится город Рокфорд. И сегодня мы хотели бы рассказать вам больше об этом прекрасном городе, над которым наша команда сейчас работает для дополнения Иллюсион для American Truck Simulator. Рокфорд часто называют городом садов благодаря 4000 гектарам парков и общественных садов, оформленных в разных стилях, включая японские и исторические. Этот город — фантастическое место для туристов не только из-за его живописной природы, но и благодаря широкому спектру развлечений на свежем воздухе, яркими культурными мероприятиями, разнообразными блюдами и оживленным рынком. В городе также есть потрясающие архитектурные жемчужины, в которых прекрасно сочетаются исторические и современные здания. Наши специалисты по ресурсам и картам проделали большую работу, чтобы воссоздать некоторые из наиболее значимых зданий, чтобы этот город выделялся и вы чувствовали себя так, будто находитесь там. Среди них известный местный отель, исторический театр, несколько примечательных церквей, колледж, центр правосудия, восточный центр Рокфорда, старые и новые городские залы, школы и даже несколько общественных скульптур. Если вы приехали в городе в поисках груза для перевозки, то в черте города вы найдете 4 склада. Дорожный, гараж, 2 отдельных склада и нефтеперерабатывающий завод. Сразу же за Рокфордом и еще 4 компании готовы загрузить ваш прицеп, в том числе ветряные электростанции, электрическая подстанция, фирма и карьер. При таком разнообразии вариантов всегда есть чего выбрать. Если вам понравился этот предварительный обзор дополнения для АТС, обязательно добавьте это дополнение к своим покупкам в Steam. Только не забывайте, что это дополнение все еще находится в разработке, поэтому все, что вы здесь видите, может быть изменено. YouTube, Galaxy и Instagram, Facebook, Twitter. Не забудьте следить за обновлением American Truck Simulator. Подписывайтесь на нас или оформите подписку на нашу рассылку. Увидимся на дороге. Ссылочка на данный DLC расположена в описании данного видеоролика. Мы знаем, что вам возможно интересно, к чему приведет наши следующие шаги в Euro Truck Simulator 2. И теперь мы готовы раскрыть наши планы. Мы очень рады объявить о предстоящем расширении карты, поскольку наша команда уже начала работать над Исландией для Euro Truck Simulator 2. Ссылочка на данный видеоролик расположен в правом верхнем углу экрана.
Исследую страну огня и льда. Исландия — одна из самых необычных стран на Земле, с невероятно уникальным ландшафтом и совершенно неповторимой суровой природой. Несмотря на то, что площадь этой островной страны составляет всего 103 тысячи квадратных километров, она предполагает удивительное разнообразие природных чудес. Высокие вулканы, обширные ледники, пляжи с черным песком, грохающие водопады, впечатляющие кратеры и многое другое, что делает ее мечтой для путешественников со всего мира. Теперь у вас есть возможность увидеть все это за рулем вашего грузовика. Из-за уникальной географической Исландии не ждете, что вас встретит густая сеть автомагистралей или оживленные города. Вместо того, приготовьтесь к незабываемому путешествию по одному из самых захватывающих дух мест на Земле. Это дополнение к карте предполагает живописный маршрут по Исландии, соединяющий несколько очаровательных городов и удаленных поселений, расположенных в мире, созданном огнем и льдом. Величественные горы, бескрайние равнины, впечатляющие скалы, вулканические поля, бурные реки и каскадные водопады. Все это потрясающе воссоздано нашими разработчиками. С его захватывающий дух видами нетронутой природы, красотой, это дополнение не похоже ни на одно другое. Каждый километр переданный величиной и аутентичностью, перевезданной дикой природы Исландии. Если вы когда-нибудь хотели почувствовать великолепие природы за рулем, у вас есть такая возможность. Вы можете отправиться в путешествие по Хрингейвегуру, кольцевой дороге, которая простирается примерно на 1400 километров, образуя кольцо вокруг острова. Помимо других городов и последнего, одним из главных достопримечательностей этого дополнения к карте является столица Рейкьявик, город полный жизни, творчества и окружающей невероятной природой. Мы надеемся, что вам с нетерпением ждете очередного приключения в ETS 2. Не забудьте поддержать нас, добавив дополнение Исландии в свой список желаемый в Steam. Просто имейте в виду, что все, что вы здесь видите, еще находится в разработке. Подпишитесь на нашу рассылку, и вы будете получать новости о наших играх прямо в своей ленте. Или TikTok, Galaxy, Facebook, Instagram, Twitter. Не забудьте поделиться нашей информацией, чтобы оставаться в курсе. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами еще чем-нибудь в будущем. Ссылочка на данный DLC находится в описании данного видеоролика. Когда мы выпустили наш тизер под названием «Следующая остановка ETS 2», сообщество сразу поняло, что это означает, и сегодня мы рады это подтвердить. Проект теперь официально находится в разработке, знаменуемое собой начало совершенно нового опыта вождения в Euro Truck Simulator 2. Это новое дополнение предложит игрокам совершенно новый способ исследовать мир ETS 2 и работать в нем. Вместо того, чтобы перевозить грузы, вы станете водителем автобуса. Несмотря на то, что мы все еще находимся на ранней стадии разработки, многие элементы все еще дорабатываются. Мы уже начали закладывать фундамент от создания нескольких моделей автобусов с характерной управляемостью до разработки сети автобусных станций по всей карте, которые многие из вас давно уже заметили. Мы даже переделаем некоторые старые автобусные станции с нуля, чтобы они лучше соответствовали новому игровому процессу. Если вам интересно узнать больше о том, как возникла эта идея и к чему она ведет, мы настоятельно рекомендуем посмотреть наши последние видеотрансляции, в котором Павел, Неймеро, Доминик и Джарда более подробно обсуждали проект. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. И не волнуйтесь, наша работа над грузовиками, расширением карты и основными контентом ETS 2 никуда не денется. Специальная команда занимается проектом, что позволяет нам продолжать разработку игры в полную силу. Мы с нетерпением ждем возможности показать вам больше по мере развития этого проекта. Мы давно хотели заняться этим, и мы надеемся, что это откроет двери для новых впечатлений по вселенной ETS 2. Если скриншоты, которым мы поделились, заставили вас задуматься, обязательно подписывайтесь на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy, TikTok и YouTube, чтобы не пропустить будущее обновление. Вы также можете подписаться на нашу рассылку, чтобы быть в курсе событий, даже когда вы не в блоге или в социальных сетях. Спасибо, что читаете нас. На следующей установке мы расскажем еще больше. Ссылочка на данное DLC расположена в описании данного видеоролика. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы момента с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал контент.
Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛСВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Мы вернулись с новым выпуском нашей серии SSOS Road. На этот раз мы покажем вам, что происходит за кулисами завода по производству двигателей Renault Trax в Лионе, Франция. Во время нашего визита в прошлом году крупную выставку транспортной логистики наши друзья из Renault Trax любезно пригласили нас на специальную экскурсию по заводу по производству двигателя, который мы поделили с вами сегодня. Присоединяйтесь к Неймеру, нашему менеджеру по связям с общественностью и маркетингу, и Патрису Берже Переруну из отдела корпоративной коммуникации Renault Trax. И мы начнем с посещения их исторического музея, расположенного в одном из старейших зданий компании, спроектированного и построенного в 1916 году. Музей рассказывает о богатой истории Renault, демонстрируя автомобили и инновации, которые формировали бренд и на протяжении более чем столетий. После посещения музея экскурсия продолжается в самом сердце производственной линии, где мы знакомимся с процессом сборки двигателей Renault Trax и других двигателей, и от начальных этапов сборки до финальной проверки качества. По пути Патрис рассказывает о сотрудниках в процессе сборки, структуре производственных линий и технологиях, используемых для создания каждого двигателя. Ссылочка на данный видеоролик расположен в правом верхнем углу экрана. Большое спасибо компании Renault Trax за теплый прием, за то, что дали нам возможность поделиться этим великолепным рассказом об их деятельности и истории с нашим лучшим сообществом. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и оставьте комментарий, и мы будем рады услышать ваше мнение. Мы с нетерпением ждем вас в следующем выпуске, а пока продолжайте в том же духе. Ну что, дорогие друзья, вот такая новостная неделя была. С вами был, как всегда, я, Михаил Пайкмейкер. Развивайте волны действия, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. А именно лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.